Here we are, BTS! We are so excited to be part of the first ever World Cup Final Halftime Show happening today. Today is a special moment that brings together music, football, and impact for a bigger purpose. This show helps support education for children around the world. We are so proud to be part of this meaningful event. Thank you to everyone who has supported children. We can't wait to share this moment with all of you. Don't miss it. Watch live today. 19 июля 2026 года. Нью-Джерси. Стадион MetLife. Главный футбольный матч четырехлетия. На поле – величайшая битва за Кубок мира между сборными Испании и Аргентины. Но давайте будем честны, половина планеты сегодня ждала вовсе не финального свистка, а свистка на перерыв. То, что произошло в этот вечер, официально изменило историю не только футбола, но и всей мировой поп-культуры. Впервые в истории FIFA официальные и незыблемые правила игры были нарушены. Вместо стандартных 15 минут перерыв между таймами растянули до получаса. Почему футбольные чиновники пошли на такой беспрецедентный шаг? Потому что на газон вышли они, BTS в полном составе. 7 парней, которые только-только вернулись из армии, объединились, чтобы устроить шоу, перевернувшее спортивную и музыкальную индустрию навсегда. Пока весь мир обсуждает безумную тактическую битву за кубок, мы поговорим о главном триумфе этого вечера. 7 парней из Южной Кореи вышли на сцену первого в истории грандиозного музыкального халфтайм-шоу от FIFA и Global Citizen. Разделить сцену с Мадонной, Шакирой и Джастином Бибером – задача не из легких для любого артиста. Но именно бантаны заставили весь 100-тысячный стадион петь в один голос. В этом видео мы разберем поминутно, как прошло это невероятное выступление, какой трек-лист выбрали парни, почему FIFA пошла на такие уступки и как ARMY буквально захватили культовую спортивную арену, превратив ее в фиолетовый океан. Досмотрите до конца, будет очень горячо. Погнали! Давайте разберемся, почему футбольный пуризм трещал по швам. Британские и американские телевещатели в панике перекраивали эфирную сетку под 30-минутный перерыв. Но за этим решением стояла гениальная благотворительная кампания, запущенная организацией Global Citizen и курируемая лично Крисом Мартином из Coldplay. Главная цель – сбор средств в глобальный образовательный фонд для детей по всему миру. Коллаборация BTS и FIFA – это не случайность. Мы все прекрасно помним легендарное выступление Чонгука в Катаре в 2022 году с треком Dreamers. Но в 2026 году масштаб вырос до планетарного. Чтобы привлечь миллиарды зрителей к экранам, FIFA нужен был не просто популярный артист, а глобальный феномен, и возвращение группы в полном составе после службы в армии стало главным джокером этой коллаборации. На момент трансляции шоу уже помогло собрать более 60 миллионов долларов. При этом риск для организаторов был колоссальным. Поле стадиона в Нью-Джерси и так жестко критиковали весь турнир из-за качества покрытия. Представьте ужас тренеров обеих сборных, когда на этот неидеальный газон за пару минут нужно выкатить тонны тяжелых сценических конструкций, настроить сложнейший звук для мировых звезд, а потом убрать все обратно так, чтобы футболисты не травмировались во втором тайме. Но организация оказалась швейцарской. Шоу открылось невероятно фаново. Актеры из культового сериала «Тед Лассо» прямо в своих образах вышли объявлять артистов, задав вечеру правильный градус безумия. Лайн-ап этого перерыва выглядел так, будто кто-то взломал симулятор мечты. Мадонна напомнила, кто здесь королева поп-музыки, устроив мощный перформанс под свои классические хиты. Следом Шакира вместе с Burna Boy устроила огненное латиноамериканское безумие, заставив танцевать даже вип-ложи, где сидели легенды футбола Роналдо и Роналдиньо. Более того, градус ожидания BTS на трибунах дошел до точки кипения. И вот он, момент истины. Экран стадиона резко гаснет, поочередно загораются огромные буквы RM, Джин, Суга, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. Оглушительный рев стадиона в этот момент заглушил абсолютно все, даже звук режиссерского пульта. BTS официально вернулись как единое целое на самой большой сцене мира. Когда зазвучали первые взрывные аккорды Dynamite, стало понятно, армейская пауза никак не повлияла на их форму. Это был абсолютно живой, кристально чистый вокал и та самая легендарная, феноменальная синхронность, по которой так соскучился мир. Чонгук выглядел невероятно уверенно и буквально гипнотизирующе, а визуал Тэхёна и вокал Джина, Чимина и Джей Хоупа создали чистую магию. Даже суровые футбольные ультрас на трибунах начали качать головами и пританцовывать в такт. Главным же манифестом и сюрпризом шоу стало Permission to Dance.
Это песня-праздник, которая идеально вписалась в концепт единения народов на чемпионате мира, где музыка стирает любые языковые барьеры. Международные знаки радости и танца, которые парни использовали в хореографии, подхватили тысячи волонтеров на поле и зрителей на трибунах. Но финальный аккорд – это чистая слезоточивая магия для каждого фаната. BTS объединились со своими давними друзьями Coldplay для исполнения нового потрясающего гимна «Believe in Love». Под аккомпанемент детского хора стадион буквально утонул в тоннах конфетти. Это были не просто 11 минут музыки, это был триумф человеческой синергии. Что началось в соцсетях сразу после выступления в стиле «Я пришел посмотреть на Месси и Ямаля, но теперь я официально вступаю в фандом и выбираю Биаса». Для самих BTS это грандиозное выступление стало мощнейшим, триумфальным заявлением о начале новой эры. И самое интересное, это ведь только разогрев. Уже 1 августа парни вернутся на этот же огромный стадион MetLife, но уже с полноценным сольным концертом в рамках своего грядущего мирового камбэк-тура. Они вернулись, нарушили строгие правила FIFA и за полчаса переписали историю. А как вам это halftime-шоу? Какой момент, деталь или сольная партия заставили ваши сердца биться чаще? Пишите в комментариях, давайте устроим там настоящий фиолетовый океан. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить полные разборы грядущего мирового тура BTS. До встречи в новых видео, пока! BTS, can I get a picture?